В этой лабораторной пробирке происходит уникальный момент хладнокровной интервенции подводного мира. Войска пиявок вторгаются на территорию двухстворчатого моллюска и нарушают его суверенитет. Нога моллюска, да, то есть самого. И собраны все, то есть количественно собраны все пиявки, которые были в этом моллюске обнаружены. То есть видите, какое количество, да? Я бы сказал, что даже дичайшее количество, очень много этих пиявок было там собрано в нем. То есть самое важное, что они разных размеров, то есть, значит, соответственно, они еще и продолжают там активно, да, размножаться и увеличиваться в количестве. Архангельские ученые впервые обнаружили на Дальнем Востоке России вид пиявки Бодрокапделла космиана. Этот скрытый агрессор паразитирует внутри беззубок и перловиц, крупных пресноводных двустворчатых моллюсков. В одной раковине могут одновременно находиться свыше 50 захватчиков. На юг Приморья опасный вид мог проникнуть через реки Японии, Кореи или северо-восточного Китая во время ледникового периода, когда их воды могли соединяться между собой. Сейчас ученые проводят подробный анализ найденного образца. Взять, измерить линию от точки до точки. Соответственно, на экране можем увидеть уже четко промер в микрометрах, размер нашего объекта, который мы исследуем. Да? Вопрос изучения варварского поведения пиявки-паразита является очень актуальным для ученых, ведь двустворчатый моллюск – преданный рыцарь рек и озер. Его доспехи охраняют воду от загрязнения. Работая как природный биофильтр, один моллюск может профильтровать свыше 10 литров воды за сутки. Интерес для ученых представляет и тема появления чужеродного вида организма в нехарактерной для него фауне. Помочь ответить на эти вопросы сможет метод исследования с применением маркеров митохондриальной и ядерной ДНК. Вот в каждой лунке свой образец. 100, 200, 300, 400 и так до 1000. И потом отсходит, видите, полосочка 1500 пар нуклеотидов. Это как бы отдельные фрагменты ДНК определенной длины. Этот метод научные сотрудники Северного Арктического федерального университета используют еще для одного крупного проекта – эволюция и расселение животных в условиях экстремально холодного климата Арктики. Он направлен на изучение обменов видами животных между Северной Америкой и Евразией. Наши планеты бывают такие вот ледниковые периоды. Это когда очень холодный климат и образуются на территории суши, значит, огромные такие ледники. Но когда эти ледники образуются, они все затаскивают массу воды, и уровень Мирового океана понижается. Это приводит к тому, что, скажем, между континентами образуются такие вот сухопутные мосты, и один из этих мостов был в районе так называемой Берингии, значит, это Берингов вот пролив, да. Он соединял крайний северо-восток Азии и крайний северо-запад, получается, Северной Америки, да. И вот по этому мосту шел обмен, причем поскольку оледенения были неоднократно в истории Земли, то эти обмены были, ну, скажем, несколько раз. Основной объект исследования ученых в рамках этого проекта – моллюски-жемчужницы, которые обитали в реках Архангельской области, Республики Карелия, Кольского полуострова. Постепенно этот природный ресурс истощался, и сейчас в ряде рек моллюски практически исчезли. Задачей исследователей стал поиск потерянных во времени. Выяснилось, что жемчужницы имеют разорванный ареал. Они живут не только на европейском севере, но и, например, в Северной Америке. Туда ученые отправились на первом экспедиционном этапе. Результатом поездки стало открытие неизвестной популяции североамериканской жемчужницы и ряда видов селенцев, чужеродных для Йеллоустонского парка. С участием специалистов вот из США, из Канады, оказалось, что там вот тоже огромное такое белое пятно. С их стороны был очень большой интерес к этим исследованиям, и они активно, конечно, помогали, участвовали. То есть то, что мы хотим сделать, это будет сделано, в общем, впервые тоже будет такое, ну, небольшое, но открытие. По крайней мере, будут четко документированы вот эти вот процессы переселений, да, животных из Америки к нам и от нас в Америку. Следующим пунктом назначения стал северо-восток России. Камчатка, Курильские острова, Сахалин, Приморский и Хабаровский край, почти весь бассейн Амура стал полевым объектом по сбору нужных образцов насекомых, рыб и моллюсков. Полевые исследования в разных точках мира позволили ученым САФУ впервые создать сверхмодель эволюции пресноводных моллюсков для всего мира. Компьютерная модель, мы очень долго ее считали, и у нас были собраны образцы со всех континентов, где они живут, в том числе Африка, Северная Америка, значит, получается, там Индия и так далее. Вот. И эта сверхмодель, это сверх такое дерево эволюционное, оно показало, что родиной происхождения, местом, где эти моллюски произошли, была Юго-Восточная или Восточная Азия.
Эта географическая точка стала завершающей в маршруте исследователей. На этот раз экспедиционная группа объединила ученых САФУ, специалистов Федерального центра комплексного изучения Арктики РАН и сотрудников университета Махасаракхам из Таиланда. Группа отправилась в Индокитай, где в верхней части бассейна реки Ситаун, расположенной в горном районе в центральной части Мьянмы, удалось обнаружить новых для науки пресноводных моллюсков, в том числе 2 трибы, 2 рода, 7 видов и 1 подвид. Мы доказали, что некоторые реки на Земле, они очень древние, потому что в них существуют так называемые пучки эндемичных видов, то есть видов, которые живут только здесь. И эти группы, да, эндемичных видов, они обладают очень большим возрастом. По крайней мере, для бассейна Меконга получилось, что бассейн вот этой реки, он существует устойчиво не менее 50 миллионов лет. То есть на протяжении всего четвертичного там периода он существовал, ну, фактически там слабо меняясь, потому что моллюски вот все это время там жили, эволюционировали и образовали очень высокий уровень биоразнообразия. Сейчас в лабораториях продолжаются углубленные исследования найденных образцов для создания уникальных моделей, характеризующих взаимодействие групп животных между участками континентов. То есть то, что мы делаем, это интересно, потому что это позволяет идти дорогами, которых еще нет. То есть мы ищем то, что еще не открыто. Ну и делаем это в совершенно разных точках планеты. От Арктики до тропиков. И это тоже хороший опыт для молодежи, потому что участие в таких вот комплексных экспедициях, оно заменяет такие дальние, что ли, комплексные практики, да, полевые. Это очень важно. Анна Баданина, Сергей Земских, Анжелика Долинина, медиацентр САФУ «Арктический мост».